сегодня у нас будет с вами экспериментальный ролик в моей квартире. Сегодня пойдет тема о квестах в Праге, какие они бывают ли они вообще, стоит ли на них ходить и какие основные компании ими занимаются. С миром квестов меня познакомил мой начальник в одной компании, которая работала в самом начале в Москве. Она называется City Setting Moscow. Московском подразделении. И тот квест был реально классный, потому что там были живые актеры, там было что-то про зомби, там были нереальные декорации, нереально классные загадки. В общем, все было супер. В Праге я также часто хожу на квесты, но пока того уровня я еще ни разу не встречала. Я попробую сейчас показать вам на своей доске квесты, на которых я была, потому что, может, я туда перелепила. Сейчас мы найдем. Я не убиралась, ничего, как бы все как есть, как живем, так и есть. Вот смотрите. Значит, вот у нас первый квест, на который мы ходили с семьей и с моей подругой. Давайте еще попробуем найти. Может быть, что-то найдем. Не вижу, представляете? Должны быть такие штучки. Может тут? Да, вон они два, смотрите. Вот они два. Opus Magnum и Haunted House. The Chamber компания. Да, The Chamber. А у той тоже Chamber. Смотрите, я, получается, практически на всех The Chamber'овских квестах была. Вчера я ходила на Padlock, the Padlock. Вот такую штуку нам дали там по итогу. Видите? Диана уборщик называется. Вот такая вот штучка. В общем, давайте я расскажу. Три основные компании. Значит, первая компания у нас The Padlock. Вот эта компания. Значит, у них есть три основные игры. Принимаем все. Это миссия 53. На самом деле классная игра, потому что она максимально реалистичная. Суть этой игры в чем? Суть этой игры в том, что вы попадаете на место преступления, где прям вот все как было. Там стоит полицейская машина, там валяются вещи, плюс вы поедете на этой полицейской машине. Вам нужно найти там всякие разные отгадки, загадки, посмотреть в окна, сходить к соседям, да, вот прийти то же самое в квартиру девушки, которая стала жертвой преступления. Короче, очень классная игра, я на ней была, мне она понравилась. Вчера я была на Гжбитов. Не могу сказать, что это какая-то супер интересная, наверное. Хотя вот ценники тоже все есть, наверное. Я бы сюда пошла в самый первый раз, если бы я не знала никаких квестов, потому что для меня это было скучно, загадки были нелогичные, и пространства было мало, комнат было мало. То есть для меня все-таки, наверное, это немножечко уже неинтересно. Но как? Вы попадаете а-ля на кладбище и пытаетесь разгадать загадку того, как, господи, куда дел свои сокровища какой-то там неизвестный мужчина. И третье, у них есть таинство Джека Дэниелса. Давайте так вот сделаю. Таинство Джека Дэниелса. Я так понимаю, что вы попадаете в какую-то локацию, где будете отгадывать, в чем был все-таки секрет Джека Дэниелса, возможно, какой-то там тайный рецепт. То есть в целом, как бы, да, вот у них первое место в Чешской Республике, 36-е на свете занимает именно вот этот вот безопасный. Что, безопасный? Давайте я вот так вот сделаю. На чешский трезор. Во-во-во, вот это вот с места 53, смотрите, как там все классно сделано. В общем, хорошее место. Здесь у нас есть резервация. Выбираете, допустим, не знаю, Жбитов, выбираете дату, и у вас показывается, собственно, время, когда, что и как. Дальше, второе место, которое у нас с вами есть, называется The Chamber. Я чаще всего ходила сюда. Значит, какие у нас есть геймы? Accept. Я была на Opus Magnum. Opus Magnum это что-то про какую-то мистику, да? В
Вот так она выглядит. Вы попадаете в комнату, там жил какой-то человек, и вы пытаетесь разгадать какие-то химические элементы, какие-то там загадки, пообщаться с кем-то. Честно, я уже не помню, но она мне понравилась, потому что в ней был хотя бы антураж. Антураж в Чехии достаточно сложно найти. Давайте я вот так вот переведу, чтобы быстрее. Семейный квест, закружится голова, вихрь, последствия. Можно что-нибудь история в команде авантюристов-расследователей. С вами потом важно про чешского ученого, точно. Вот, 60 минут, 2-6 игроков, а ценник мы со сцены с вами посмотрим в конце. Wonderland. Wonderland это больше, наверное, для детей, либо если вы, я думаю, по картинкам можете понять, что вам нужно сделать. Вот, я ходила туда в обычном трезвом состоянии, тоже было интересно, вы там какие-то песенки пели, кролики, не кролики, но это, конечно, все такое. Я бы сказала, что с детьми было бы прикольно туда сходить, но и взрослым чисто повеселиться, почему нет? Просто там какие-то загадки разгадывайте. Потом я была на Дом духов, Haunted House, как там они даже нажали, мор. Вот, Haunted House. Здесь у нас вот такие вот локации. Я, правда, не помню, чтобы там была девочка. Мне кажется, там девочки нет. Девочка есть The Haunted House 2. А где Haunted House 2? Куда они его дели? Вот, Полтергейст, вот. Вот это вот второе. Здесь с актерами, здесь страшно, здесь прям вот вообще лютая жесть какая-то творится. Я сюда не ходила, боюсь туда ходить. Именно на Хантере первом там было окей, там не было живых актеров, там были классные декорации, и в целом вы могли прочувствовать атмосферу. Вам иногда бывало страшно, и вы действительно переживали, что эта девочка может там к вам зайти, знаете, то есть что-то в таком вот контексте. Здесь, я думаю, вообще будет полная жесть. И есть у них еще игра Зодиак. В Зодиаке, блин, у вас вот, короче, вот таким вот образом, вас этот вот чувак в начале игры забирает, на вас кому-то надевают какой-то мешок на голову, сажают в темницу, сажают в какое-то другое место, привязывают. Ну, там реально супер стрёмно. Вот даже вот это вот, да, как бы, и ты должен оттуда выбраться. И вы потом, когда все вы вместе выбрались, вы оттуда сбегаете. Есть выездная у них еще Kingdom Come, я бы сказала, Deliverance, да? Вот, но это прям куда-то там едешь, здесь, видите, стоимость 2000 за человека, потому что это супер реалистично, прям ролевка такая, знаете. Вот, давайте на Booking нажмем, и здесь будут видны у нас цены. Я, честно, советую эту компанию, они мне очень нравятся. Вот, да, давайте сегодня на что? Будня, давайте я выберу People 4, да, к примеру. Booking date возьмем вторник на 4 people. Будете отправлять здесь депозит, а потом уже все остальное. Значит, Wonderland в целом 2000, 2200, что у нас Зодиак тоже 2200. По-моему, это самая самая дорогая, да-да-да, Полтергейст вторая 2500 стоит. По-моему, иногда он даже около 3 бывает стоит, но сюда прям стоит сходить. Я, может быть, как-нибудь решусь пойти на какую-нибудь страшную вещь. И есть еще одна Quest Land, по-моему, называется. Прага. Мгм. Вот, Questland. Но я бы сказала, это больше для детей. Я у них была на нескольких играх. Не знаю, как выглядит вот эта вот игра, связанная с Гарри Поттером, но как будто их хвалят. Не могу представить, как может Мариарти Фантом выглядеть. Типа проекция лазерная какая-то. Хз. Я была на вот на этом у них. Апокалипса. Мне не очень понравилось, потому что все декорации, они сделаны из какого-то типа пластика, что ли. Ну, не то, что какого-то некачественного пластика, может, вот так вот поймете. И из-за этого, вот видите, вот тут вот типа покрашенное что-то. Из-за этого пропадал дух того, что это действительно железка, действительно что-то. Все это выглядит чуть-чуть иначе. Мне не очень понравился этот квест. Я бы сказала правду, он для детей 60 минут, не сложный, не сложный. Здесь что у нас? Египетские какие-то элементы присутствуют. Я надеюсь, вам не быстро, потому что я быстро улавливаю информацию. Ну, еще на паузу поставить. Вот. Но я думаю, что это будет тоже все примерно того же плана.
без реалистичности. Мне почему нравятся квесты, по крайней мере, в Москве, на которые я ходила, они просто капец какие реалистичные. Блин, мы ходили на зомби, вот этот вот квест. Боже, ну честно, я клянусь, я поняла в тот момент, что, на что я способна, на что не способна. Там был момент, когда, короче, мы спаслись от зомб, ну как спаслись, мы убежали в какое-то помещение от зомб, называется штамп, квест закрыт. Но он, а можно картинки как-нибудь? Нельзя никак. Фотографии. У меня тоже вот только одна фотка. Короче, суть в том, что это был капец какой интересный квест. И в целом вот эта вот компания делает очень хороший квест, насколько я понимаю. Короче, здесь было так, что мы попали в какую-то комнату, разгадали там какие-то загадки, везде колотились зомби, хватали нас за ноги, за вот это вот все, когда мы там лезли сквозь преграды. И мы, короче, про живность, если говорить, мы попали в комнату, там резко включился какой-то типа яд, ну просто все белое было, дым какой-то, и нам нужно было вслепую найти противогазы, надеть их, потому что ты уже начинал задыхаться, и набрать там какой-то код, мы набрали код, в общем, прошли в комнату и попали в саму лабораторию, где нужно было с помощью химии определить какие-то правильные элементы, чтобы там, короче, какая-то вот штамп этот нам, короче, отдался. И нам не хватало одного элемента, он был за пределами этой комнаты, но там все уже кишило зомбими, и нужно было одного человека туда отправить. И вот у нас одна девочка туда вышла, я очень запомнила этот момент, она вышла туда, она возвращается обратно, зомба там ей помог, типа сказала, как что сделать. И прикол в том, что она возвращается обратно и просит впустить ее в комнату. Я такая, я тебя не впущу. Ты зомби, говорю, впустишь. Короче, это было очень-очень страшно. И вот в тот момент я поняла, что я не готова впускать эту девочку внутрь, потому что реально могут прийти зомби. Я такая, нет, я не пущу. Ну, в итоге, конечно, мы опустили, не без этого, но, блин, реально ты погружаешься максимально во всю эту атмосферу, и ты прям проживаешь это, потому что мы не прошли этот квест до конца. В соседней комнате там была какая-то темница, решетки, нужно было крутить генератор, я об этот генератор ударилась, ключи там где-то пытались найти, и рядом была комната, где как бы типа лежали трупы, но на самом деле это были зомбы, и мы знали, что они оживут, и мы не решались пойти туда, потому что если они оживут, то все, как бы нам конец, и сквозь них нужно было просто пробежать, но мы были девками, и мы очень сильно испугались, все, я была за главную, все кричали типа, говоришь, что вы нас отсюда выпустили, они нас все сожрут. Хотя ты понимаешь, что это актеры, как бы никто тебя не сожрет, но это настолько атмосферно, что вот, наверное, в Праге я такого не встречала. Но вот эти три компании, есть другие, посмотрите еще другие, возможно, вам что-то больше понравится. Но эти три компании, по крайней мере, они стараются делать, стараются, чтобы вам нравилось. Поэтому пользуйтесь, смотрите, ценник в среднем 70-100 евро, я бы сказала, вот так вот, в зависимости от сложности, от антуража, да, если вот брать про антураж, то чем дороже, значит будет лучше. Ну, наверное, я бы сказала так. Чем дешевле, значит декорации не очень, ну и в целом вы не получите полного погружения. Вот, на квесты я ходила в России очень много, и на Доме духов была, и в каком-то племени Майя была, и зомбами была, и какой-то я еще квест. Короче, очень много, я уже, честно, всех не помню. И уровень квестов в России мне очень нравится. Здесь, наверное, это просто не популярно, поэтому новые квесты не создают. Была идея, мне кажется, как у всех, вначале создать что-то такое, но ты понимаешь, что это не окупится, люди просто, скорее всего, ходить не будут. Хотя. Есть еще, кстати, Fear House и Thrill House. Это те места, в которые вы просто приходите, вам нужно 15 минут там пройти по определенному помещению с живыми актерами, которые там могут за вас с пилой бежать, еще что-то. Давайте я вам покажу. Смотрите, у нас есть Fear House. Серьезно. Fear. Ага. Fear House. Значит, вот такая вот штукенция. Да? И вот этот вот хрен будет за вами бежать, чтобы вы понимали. Вот. Fear House катакомбы. Вот, Праг Fear House. В катакомбах не была. Вот, регуляр. А, кстати, чем отличается?
Хардкор, это, видимо, когда там куда-то утаскивают. Кнапик, я хотела своей подруге заказать эту хрень. Это суть в том, то, что... Давайте я так вот переведу. Ой-ой-ой. Видимо, он не готов был к переводу. Я хочу, чтобы вы были облибены. А, окей. Господи, все, сломался сайт. Короче, здесь воруют человека по договоренности, понятное дело, и куда-то там его увозят. Регуляр это то, вот, куда я рекомендую всем сходить, но это очень страшно. Это очень страшно. Типа, тут даже нет каких-то видео, может, блин, может, есть видео где-нибудь в другом месте. Сейчас давайте посмотрим. Booking, events. Короче, вы попадаете в помещение, вы должны оттуда просто выйти, даже не выбраться, просто выйти, но там настолько вот вы погружаетесь во все вот это, что там живые актеры, и, короче, это очень страшно. Посмотрите, сходите, есть еще Thrill House. Thrill House, он тоже в Праге, тоже считается одним из страшных. Но здесь Здесь, по всей видимости, вам нужно еще и загадки разгадывать. То есть, если в случае с... Можно звук выключить? Не выключается. Если в случае с Фирхаусом вам не нужно никаких загадок разгадывать. Кстати, что входит в хардкор? В катакомбы? Давайте посмотрим. Это тур. Тур по катакомбам. Окей, окей. Короче, вот эти два места, они очень страшные, и если вы хотите немножко пощекотать свои нервишки, вы можете в целом туда сходить, посмотреть, как будет вам. Я не была, я боюсь, я заходила в Ферхаус, я спускалась вниз, мы заплатили деньги, но я не смогла пройти, потому что на моменте, когда нас только вниз опустили, начали рассказывать историю, а, мне стало казаться, что кто-то стоит сзади меня, он сейчас меня схватит. Поэтому я сразу же остановилась такая, нет. Вот, так что примерно как-то так. Ходите на разные квесты, исследуйте разные места. Если есть у вас другие рекомендации, другие любимые квесты, пишите. Я с радостью схожу и посмотрю, как там и что там. Но вот то, что имеем сейчас, это да, это Fear House, Thrill House, это The Chamber, The Padlock и Questland. Поэтому всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Он немножко странный, немножко такой на домашнем, но по-другому я не знала, как про эти квесты рассказать. А все-таки я фанатка этих квестов и рекомендую вам тоже попробовать, если вы ни разу не пробовали. Всем пока!